Всем привет! Сегодня у нас достаточно интересный автомобиль. Это автомобиль H5 4D20 двигатель. Автомобиль из города Шуя, Ивановская область. Ранее я вам его уже показывал в небольшом таком ролике. Кому интересно, в описании будет предыдущий ролик. Значит, ситуация следующая. Хозяин решил самолично поменять прокладку ГБЦ. Машина грелась, решил самолично поменять прокладку ГБЦ. Купил прокладку, все, перебрал, запускать двигатель. Двигатель не запускается. Пробовали на быстром старте, на силиконовой смазке, на очистителе карбюратора. То есть пока подаешь во впускной коллектор, машина работает. Как только перестаешь подавать, машина глохнет. Мы с ним достаточно долгое время общались. Я ему сказал тогда, что, скорее всего, проблема в том, что заклинило форсунки, какая-то грязь попала, заклинило форсунки, поэтому автомобиль не заводится. То есть две форсунки какие-то не работали. Возили на стенд, все, на стенде вроде работает, привозят, ставят на машину, опять не работает. Значит, попробовали там что-то еще с ним делать, поменять там датчики положения распредвала, что-то еще. В общем, хозяин так сам и не смог завести, отвез в один сервис, там ничего сделать не смогли, отвез во второй сервис, там ничего сделать не смогли, в третий сервис тоже ничего сделать не смогли. Попеременяли все, что можно было, там, начиная от ТНВД и заканчивая там всеми датчиками и вплоть до замены блока управления двигателем, который стоил там каких-то невероятных денег для хозяина. Ну да ладно. Ну, а дальше я вам сейчас покажу. Так, значит, добрались у нас, наконец, руки до этого автомобиля. Значит, я уже в кратком ролике показывал вам, что здесь, по-моему, какие-то ПТУшники поковырялись, потому что, как вы можете видеть, блок ИБУ, вся проводка распатронена. Здесь что-то все распатронено. Здесь какое-то непонятное реле стоит, непонятно куда. Здесь вот это все вот в таком виде, на каких-то сопливых скрутках. Там вон клапан ЕГР у нас лежит. Тут вот тоже непонятно, чего они тут разобрали все. Датчик положения распредвала, не знаю вообще с этой машины или нет. Будем сейчас смотреть. Потом здесь все разобрано. Там до датчика положения коленвала я сейчас не доберусь, не покажу, к сожалению. В общем, спрашивал у электриков, сколько будет нормально тут восстановить косу, потому что вот это вот все, это вообще ненормально, это какие-то сопли, непонятно. В общем, была объявлена цена там в 13 тысяч рублей за восстановление проводки. Посмотрели, сколько проводка стоит в Китае. В Китае она стоит 16 тысяч рублей, стоила на тот момент. 16 тысяч рублей. В Москве БУ проводки по тем же ценам. Я поездил, посмотрел 5-6, наверное, проводок разных комплектов. Все они, в общем, такого удручающего состояния. То есть провода уже полопавшиеся, особенно в районе форсунок. Значит, что еще? В общем, заказали мы новую проводку. Сейчас наша задача отключить мозги, отключить всю проводку, перепроложить, положить уже, ну, как бы новую проводку, проверить, снять форсунки, проверить на работоспособность. Я больше чем уверен, что проблема по данному автомобилю была именно в проводке. Даже не в проводке, а именно в форсунках. То, что летит грязь с рампы, забивает форсунки, хотя хозяин говорит, ездили, прочихивали вроде их, все равно такая же фигня. Машина работает там 10 секунд и глохнет. То есть, скорее всего, здесь грязь. Вот тут я вижу, кто-то что-то уже варил. Трубку заменим, у нас она есть. Потом, значит, проверяем форсунки на работоспособность. Если они не работают, разбираем, чистим, проверяем, что они работают. Меняем проводку и пробуем заводить автомобиль. Тут уже, как вы можете видеть, разгрузка ГБЦ сделана. Ну, кстати, вполне себе достойный вариант исполнения. Очень приятно, аккуратненько.
Вот. Еще человек хотел поменять прокладку под головкой, но я ему сказал сначала, давайте мы запустим ее, чтобы автомобиль у нас вообще, в принципе, начал работать. В салоне здесь тоже вот такой бардак. Что здесь люди пытались сделать, я не знаю. Электрики там... В общем, машина побывала там в 5-6 в разных сервисах. Каждый раз человек за это платил деньги. Причем деньги, насколько я понял, совсем немалые. В общем, так ему машину и не смогли завести. То есть половина мотора приехала вот в таком вот виде. То есть катализатор там спереди валяется, это все валяется здесь. Вообще непонятно, что, куда, зачем и почему. Это какой-то просто звездец, если честно. Что особо осложняет ситуацию, так это вот там стоящие два датчика вот этих. До них добраться как бы можно, но самая проблема снять датчик снять фишку с датчика давления масла, потому что она сидит очень туго и как бы порвать провод. Ну, в принципе, в нашем случае, даже если мы порвем провод, ни хрена страшного не произойдет. Ну, собственно, проводку мы отсюда удалили. Имеем вот такую вот картину. Здесь оплавлено. Скорее всего, просто был окисел, был плохой контакт, начало греться, расплавилось, и кусочек контакта был внутри разъема. Что сделали ребята, да? Они взяли, отпилили провод, пустили вот такую соплю на ответную часть вот этой косы. Но нет, чтобы отрезать по-человечески, ну, с запасом хотя бы 2-3 сантиметра. Ну, что вам мешало? Вы тем более здесь расплели косу. Что вам мешало? Теперь сейчас нам надо будет аккуратно все это очистить и соединить, чтобы на новой косе это все выглядело по-человечески, а не так, как это сделано у них. Да, кстати, по поводу ИБУ. Человеку тут уже контрактные мозги предложили. Но это ладно. Ему тут сказали, ему и ТНВД приговорили. И ИБУ приговорили. Что только не приговаривали. Человек, в общем-то, сюда денег уже вбухал. Я не знаю, сколько, на самом деле, в этот автомобиль. Больше всего он, наверное, ремонтникам отдал. А как он сказал, говорит, блок ИБУ он купил вообще за 100 тысяч. Хотя написано ценовод. Не знаю. Ему объяснили, что это, говорит, с Японии. Откуда они в Японии на ховерах эти мозги, блин? Вы что? В Японии даже, наверное, думаю, про эту машину никто не знает. Итак, что мы имеем? Абсолютно новую косу проводов. Сейчас мы будем ее устанавливать. Здесь мы уже реанимировали маленько. Здесь контактик тоже почистили, поджали. Должно все нормально быть. Сейчас устанавливаем косу проводов, снимаем форсунки, снимаем топливную рампу, меняем вот эту трубку, потому что это не дело. Снимаем форсунки, рампу, все это чистим. Пробуем форсунки на работоспособность. Это я вам тоже покажу. И тогда будем, после всех этих манипуляций, будем пробовать ее заводить. Снимаем топливную рампу. И что мы здесь видим? Здесь ржавчина, здесь ржавчина, здесь ржавчина, здесь ржавчина. То есть солярка с водой, скорее всего. И я так понимаю, что в форсунках такое же безобразие внутри. Хочу проверить еще одну штуку. Сейчас мы датчик положения распредвала снимем и посмотрим. Так как произошло это все, в общем-то, после замены прокладки, я боюсь, как бы не посекло у нас впускной распредвал, вот этот реперный диск, который считывает положение. Может быть, проблема и в нем. Ну, судя по всему, с кулачком здесь все хорошо. Значит, проблема не в болтах. Так, это уже становится интересней. Едем дальше. Пробег в автомобиле, конечно, чудесный. При включении зажигания мы уже видим ключ. То есть это уже какая-то неисправность. У нас отсутствует EGR. Ну, это мы сейчас тогда подключим, переотключим и подключим по новой EGR. А что-то ему прошивку поменяли обратно, что ли? Итак, из ошибок мы видели только по EGR. Я их уже удалил. Сейчас мы будем проверяться. Тут я сейчас пробегусь по блокам, посмотрю вообще, что вообще еще тут творится. И дальше будем уже проверять автомобиль на запуск. Очень интересно. Что-то здесь, по-моему, сильно наковыряли. Сейчас мы сверим еще ВИН. Тут вообще мозги-то те, блин, я не знаю. Будем сейчас проверяться.
Ну, собственно, вот мотор работает. Серег, погазуй! Все нормально. Будем приступать к разборке для замены прокладки ГБЦ. Итак, ну что ж, автомобиль мы благополучно починили. Значит, времени на съемку по замене ГБЦ у нас не было. Скажу лишь одно, что хозяину потом еще меняли прокладку уже в сервисе. Сказали, что ты поставил неправильную. Ему поставили типа правильную. Прокладка была там из пивной жести, самая дешманская. Я так понимаю, что люди просто пошли, купили набор за 2-2,5 тысячи рублей. Его поставили, и все такие довольные. Но машину так и не завели. Как вы видели в ролике, да, я говорю, там изуродовали всю проводку, что-то там, какие-то реле цепляли, все на каких-то соплях, на скрутках. Ну, в общем, жесткие такие ПТУшники. Мне кажется, даже ПТУшники на первом курсе делают и то лучше, чем то, что было сделано. И это, заметьте, делалось в каком-то там дизель-центре в городе Иваново. Если мне память не изменяет. Значит, здесь ситуация следующая. Что было выявлено? А выявлено было следующее. Значит, две форсунки заклинило. Они, естественно, не поддавались пуску. То есть мы ставили их к нам на стенд. У нас такой простенький, но со своими задачами справляется. Ставим на стенд, подключаем к преобразователю сигнала, начинаем качать, включаем сигнал. Форсунка не работает, она не отрабатывает просто. Значит, после этого нами было перебрано две форсунки. Разобрали, почистили, все. Потом вычистили рампу, заменили трубки от рампы, потому что хозяин брал подшипники, ну, шарики от подшипника, подкладывал их под трубки и зажимал, чтобы в трубку не шло давление, когда пытался прокачать форсунки. Вот, значит, трубки мы поменяли, потому что у нее недостаточное давление было по этому поводу. Выявили также, что датчик положения коленчатого вала кто-то трогал, и его до конца не вставили. Именно из-за этого мотор и колбасило. То есть при запуске он вроде стоит, работает ровно, как только мы включаем передачу, мотор начинает колбасить. С датчиком, значит, мы все это определились, а его просто не довставили. Там буквально надо-то миллиметр, а этого миллиметра более чем достаточно. Те, кто занимались когда-либо ремонтами, понимают прекрасно, что если вы датчик не довставите, он просто не будет видеть метку магнитную, и тогда он не понимает, что у него с фазами происходит. Вот. Прокладку, значит, мы ему поменяли, установили маслоотделитель, переделали систему охлаждения. У него была спереди трубка. Как только мы все это собрали, начали затягивать, эта трубка лопнула. Ну, это, в принципе, было ожидаемо, потому что трубка эта была куплена, видимо, в магазине, в каком-то автомобильных запчастей. Я знаю, от Зила такие продают, но они не рассчитаны под эти вещи. То есть должна быть немножко все-таки другая трубка. Либо это делаться должно из латуни, спаиваться, либо там из меди, но также паяться, либо вот как мы делали это в свое время из нержавейки. То есть нам аккуратно все это проваривали, это все держалось там очень хорошо. Вот, значит, все это сделали. За место этой трубки мы сейчас поставили ему заглушку. Потом мы заменили ему верхнюю вот эту трубку, которая идет вдоль головки блока цилиндров, потому что у него его была с приваренным соском. В общем, все это сделали, все прокачали. Сейчас машина работает, машина ездит, все хорошо. Единственный у нее минус, у него где-то утечка вакуума, но это он уже сам будет, сказал, разбираться. То есть с тормозами там немножко проблема. Потом машину еще перепрошили, то есть сейчас машина доехала благополучно до дома, хозяин довольный, говорит, она там, как он мне говорит, там 170 она идет. Я еще с ним похихикал, я говорю, как ты так без тормозов на таких скоростях ездишь? Он говорит, ну там, говорит, прямая была и свободна. Ну ладно, это его дело. Вот. Автомобиль мы отремонтировали, человек доволен, потому что ему год не могли в Иваново ее сделать, у нас она стояла достаточно долго. Мы сначала ждали запчастей, потом у нас, ну, естественно, своя очередь. Быстренько нашли окошко, уже сделали. Но сделали быстро мы. Вот. И на этом как бы вот и все.
Более мне здесь добавить как бы нечего. Если вам понравилось видео, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем буду рад, всегда всем отвечу. А на этом все. Всем всего хорошего, пока-пока.